Добрый вечер. Здравствуйте, рада вас всех видеть. Здравствуйте, ТикТок, здравствуйте, Ютуб. На этой неделе первый раз с вами выхожу, но, по крайней мере, видео вам скидывала, да, чтобы вы немножечко так не забывали обо мне. Видео еще будут разные, еще готовлюсь, еще снимаю, то есть поэтому практически каждый день. Кроме, конечно же, если у нас эфир будет, поэтому здесь в эти дни нет. Завтра будет эфир по прогнозам, как обычно, в 6 часов вечера. Теперь уже мы так привыкаем к этому времени. Я знаю, что я скакала слишком сильно, но все-таки. То есть мне очень-очень удобно почему-то это время. То есть и в воскресенье я тогда, по крайней мере, хотя бы в воскресенье я свободна. Вот, поэтому решила, что будет пока так. Кто его знает, как у меня потом опять будет, какой этот. Да, то есть это к этому. Теперь, смотрите, у нас была прекрасная неделя. Я хочу поблагодарить девчонок, которые были, то есть которые вели вебинары. Вот эта неделя магии, да, то есть 4 дня мы делали пробное. Как это получится, еще будет, потому что поступили кое-какие запросы именно по этим вебинарам, как можно углубиться, как можно вот именно больше занять, э, занять времени нет, но вот именно вашего времени, да, и чтобы вам было интересно. Поэтому, но начнется это, скорее всего, с марта месяца. Теперь посмотрите, пожалуйста, рекламу я вчера, сегодня выставила. Там у нас будут медитации с 5 февраля, то есть 5-7, по-моему, февраля будет медитации. Потом у нас начинается такой астромесяц, когда у нас есть астролог сейчас появился, который будет с вами тоже немножко прорабатывать, но это будет немножко другая система. То есть я еще с ним выйду, еще объясню, как это все делаться будет. То есть там вы практически месяц будете проживать каждый день с нами. Посмотрите, пожалуйста, что там такое. Информация там прописана. В сообществах это стоит, и это стоит в Инстаграме. Спасибо за сердечко. В Инстаграме стоит в информации просто. Здесь я еще не разобралась, как в ТикТоке эту информацию письменную выставлять. Дайте мне время. Мне на все надо время. То есть я уже девушка такая не в 16, поэтому мне еще надо, когда учусь, надо это смотреть, как говорится. Вот это к этому. Так, мои хорошие, сегодня я хотела просто пройтись опять по вопросикам с вами, какие вас интересуют. Повторяюсь, никакой политики, никакой, дальше никаких личных вопросов. Для этого есть у меня консультации, для этого я для вас тут, то есть и работаю. Больше по эзотерике. Что вас интересует? Потому что если будут очень интересные вопросы, я буду снимать еще и видео по ним. Чтобы вы тоже знали, потому что видео заходит хорошо, я их делаю короткие, я не люблю вот это вот долго разглагольствовать, вы знаете. То есть меня хватает это на вот что на самые длинные эфиры это у нас прогнозы, да, и вот такие вот эфирчики, то есть вечер, когда у нас, разговорчики идут. Так, сейчас, мои хорошие, "Тикток", пожалуйста, если есть возможность, делитесь, пожалуйста, видео, чтобы немного раскачать его, потому что слабовато идет. Сейчас посмотрим, что тут. Да, добрый вечер. Татьяна, люблю вас всех. Книга супер. Я, правда, половину прочитала. Как можно жить с таким даром? Можно. Можно. Да, книга, которая есть, она сейчас еще пока в наличии есть, слава богу. Она действительно на реальных событиях, то есть на том, что со мной происходило. Это не биография, это история, через которую я проходила со своими людьми, со своими клиентами. То есть это все живые истории. Такая мистика в нашем мире просто-напросто. Так, как научить трансформировать судьбу с помощью карт Таро? То есть, Леночка, никогда вы не научитесь только с Таро трансформировать судьбу. Вы можете какие-то вещи изменить, что-то добавить, что-то убрать, как говорится, а вот полностью трансформацию вы никогда не пройдете. Пока вы не пройдете проработку сами с собой. То есть пока вы не научитесь, не поймете вашу силу, не поймете, в какую сторону двигаться и что вам надо. Просто загадывать желание с Таро работать– это мало, честно говорю. Аффирмации и медитации работают. Люблю слушать музыку медитации. Работают, то есть смотря что и смотря какой вы человек. Все зависит от вашего интеллекта, насколько глубоко вы погружаться можете, насколько вы можете, опять же, себя прорабатывать через это. Но просто всегда осторожничайте, Катенька, это к вам такое, потому что если вы слушаете медитации, некоторые медитации музыкальные могут вибрации вызывать не очень хорошие. То есть, например, первый месяц вы прослушали, у вас все зашибись, вы себя чувствуете классно, а потом вдруг начинает здоровье бить. Есть медитации, которые настроены на разрушение, то есть они неправильные, поэтому надо быть очень аккуратными. День рождения домового января. Что делать? Про домового то же самое, то есть можете подкормить, поговорить и все остальное. Есть видео, можете посмотреть, уже сняла совсем недавно. Посмотрите, далеко оно еще не ушло, поэтому можете глянуть. Куда пропала Юля? Юля сейчас появится. Вы что? У Юли там работа, она такие планы строит у нас. Понимаете, она у нас вот эти планировки
делает. Вот сейчас медитациями опять выходим, потом вот этот вот месяц, именно астромесяц, она тоже с вами будет прорабатывать. Так что не переживайте. Юля никуда не делась. Э, Так, зачем крестят людей, когда провожают в спину? Ну, это на дорогу делают, то есть как защиту ставят. Почему мне отказываешься слушать, отзываешься слушать мантры? Не поняла. Отзывается, наверное, да, скорее всего, тут просто ошибка в слове, я так думаю. Ну, значит, вам это необходимо. Смотрите всегда на свое подсознание, на свою чуйку, что вам требует ваш организм. Как выбрать город, место для покупки квартиры? Это надо смотреть, Люд, потому что, опять же, вот так вот просто вот сидеть там, тыкать. Посмотрите, как говорится, если вы хотите только сами с этим поработать, посмотрите, куда вас тянет. Но так как это у нас не магия, а все-таки реаль какая-то, да, то есть как бы там ни было, выбирать место это непросто, знаю, очень непросто. Если не произошло какое-то стечение обстоятельств и вас не вытолкнуло в это место, тогда это уже другое дело. Если вы просто сидите, выбираете, послушайте себя, что у вас там говорится, то есть что вы хотели бы, о чем бы вы мечтали, где находиться. Ну и посмотрите, конечно же, по возможности, как вы можете это сделать, то есть получится у вас или нет. Потому что, знаете, мечтать, как говорится, жить там, я не знаю, там в Лос-Анджелесе, да. То есть для некоторых это просто нереально. Ну и пусть плюс город такой, что это. Но некоторые мечтают. У меня есть люди, которые очень мечтают. Так, книга "Шикарное открытие для каждого. Жизнь становится как 3D". Да, Наташ, ты у меня одна из первых прочитала. Кстати, вот спасибочки напомнили. Ребят, ставим лайки, не забываем, знайте, что это необходимо. При этом, смотрите, у нас сейчас новая система опять в YouTube, они там постоянно что-то меняют. То есть какое бы количество людей не сидело, когда я заканчиваю эфир, это обнуляется. Остается только количество лайков. То есть оно остается, уже хорошо. То есть это, по крайней мере, не обнуляют, как это было у нас в Инстаграме. Это уже хорошо. Как можно почистить квартиру самостоятельно? В последнее время идут одни за другим проблемы. Тоже здесь видео есть, но я говорю, я сейчас интенсивно снимаю видео, и оно будет еще раз, оно будет повторное, немножко я его углублю, то есть я покажу не только свечами, как чистить, я покажу, как чистить у нас поющими чашами, я вот это покажу, я покажу, как прокалывать соль для того, чтобы прокаливать соль, для того, чтобы, опять же, чистки какие-то были. Это все я видео запущу, потому что так я могу вам объяснить быстренько. То есть от входной двери против часовой стрелки идете со свечой, если простая вот такая чистка. Идете со свечой, крестите каждый угол, плюс брызгаете святой водой, да, прям можете заливать. От святой воды пятен не остается. Вот доходите до конца, все отражающие поверхности, абсолютно все. Сейчас у нас очень много лакированной мебели, тоже делайте это. Плюс окна все обязательно. Потом доходите до входной двери, открываете, как будто вы кого-то выпускаете. Потому что, ну, разные существа у нас живут в доме иногда. Вот как будто вы пускаете, закрываете и, я как говорю, блокировку делаете, да, то есть опять перекрещиваете как раз дверь входную. Все, вот это самая простая чистка. Чистки надо делать достаточно часто, то есть их делают как генеральные уборки. То есть один раз не поможет, то есть это бесполезно. Тем более, если, к примеру, человек никогда не чистил квартиру или дом, а вы там приходите с эмоциями, то есть не обязательно, что там кто-то лишний живет из того мира, а вы приходите с эмоциями, вы скидываете где-то энергетику, негатив скидываете, и это все остается в том месте, где вы находитесь. Я просто такой пример приведу. Если вы ходите, вы можете заметить прекрасно, где у нас коптит очень сильно. То есть там, где человек много думает, мыслями раскручивает себя там, и где чаще всего находится. То есть, к примеру, самые такие места, это у нас возле компьютера, самый, и горшок, туалет. То есть это вот там всегда коптит, потому что там такой сброс иногда негатива бывает. То есть это вообще. Я думаю, вот там как раз надо будет постараться. Можно так этому квартиру посмотреть, как домовые относятся к табачному дыму? Смотря, наверное, какое у меня нормально. Я ж куряга еще та. То есть я здесь вообще особо даже как-то не концентрировалась. Спасибо, мои хорошие, за подарочки. Сейчас. Где мы тут остановились? Сейчас я просто уже очень много вопросов, а я тут разглагольствую. Хочу побольше ответить. Где мы тут?
Ага, вот квартиру мы прошли. Что делать, когда вечерами горит левая щека? Холодной водой умываю лицо, но это не помогает. Это у вас, скорее всего, что-то именно с сосудами. Посмотрите, пожалуйста, что у вас с сосудами происходит. Это одно. Следующее, ну, когда кто-то хочет обидеть очень сильно, подумайте о ком-нибудь, кто в голову приходит, потом отойдет это. Заметила, что в последнее время, когда что-то теряю, спрашиваю себе, где это, то быстро нахожу. Это нет, это не пятое измерение, это ваша чуйка, которая отлично работает. Это виделка работает. У меня бывает после медитации голова крутится, поташливает, ну, энергия, которая через вас проходит. Не опасно ли уехать танцовщице в Турцию на полгода? Ирин, понимаете, просто сказать опасно, не опасно, для вас, возможно, не опасно, для кого-то опасно. Все равно надо вас смотреть ваши дороги. Скажите, пожалуйста, какая сейчас энергия в январе? Почему-то сплю, как медведь, а в декабре прям энергия была сильная. Это от вас зависит. У меня, наоборот, у многих людей. В ноябре они как Ой, в декабре они... В декабре они были шустрыми, а в январе они как заторможенные были. То есть это зависит от того, донор вы, вампир, либо гипердонор. То есть от этого зависит. Не знаю, сможете найти или нет. То есть, ну, ребят, ну, давайте не будем сейчас. Я же не отвечаю на вопросы такие сейчас. Добрый вечер, мастер. Скажите, пожалуйста, если на протяжении года попадается волос в хлебе, то в крупах, то в воде просто ужас. Что это может быть? Негатив. Притом хороший такой, надо чистку сделать. Что вы можете сказать про хроники Акаши? Не люблю хроники Акаши абсолютно. То есть уже черти когда прочитала, извините меня. То есть мне не нравится абсолютно. То есть вот именно вот когда я книгу читала, там очень много несоответствий того, что я вижу на самом деле. Здравствуйте. Вопрос по браслетам, которые вы делаете. У меня очень тонкое запястье. Есть ли маленькие камешки? Конечно, есть. Камешки есть разные. У меня есть на 6, 4 я не покупаю, потому что мелкие слишком уж. Есть на 6, есть на 8, то есть на 6 они меньше всего, то есть они действительно маленькие. То есть крупных у меня нету, у меня сантиметровых нету точно, то есть самый крупный это 8 у меня, чтобы вы знали. Потому что я люблю изящные вещи. Для мужчин тоже я делаю такое, что я не хочу, чтобы это бросалось в глаза, не надо. Если реинкарнация, конечно, еще как. Спасибо, Танечка. Так, спасибо, мой хороший, спасибо за комплиментики. Знаете, что я их люблю очень. Да? То есть здесь львиная натура играет роль. Дома в цветах часто появляются мошки, потом летают вокруг меня, других не замечаю. Что это? Смотрите, мошки – это не обязательно негатив. Вот здесь как раз я другое немножко скажу. Мошки чаще всего это все-таки связано с землей, зараженная земля. То есть я бы, если вы хотите оставить эти цветы, то есть я бы действительно их промыла, корни промыла и пересадила в чистую новую землю. Либо сырость, то есть вот очень часто заливают когда, то есть сырость. Для меня, с магией здесь для меня вообще ничего общего не имеет. Как относитесь к регрессивному гипнозу? Как люди общаются с богами, рассказывают про другие цивилизации? Отрицательно отношусь именно к такому регрессу. Сколько бы я ни сталкивалась с таким регрессом, все это для меня иллюзия и все это сказка для белого бычка, то есть заманиловка. Есть очень мало регрессологов, которые действительно рабочие, их очень мало. То есть гипноз ввести человека можно, там практически расплюнуть, да, но его очень легко увести в какую-нибудь другую сторону, в фантазию, в иллюзию и все остальное. Вот, то есть есть хорошие регрессологи. Вот сейчас я попытаюсь с одним связаться, мне просто интересно, потому что я посмотрела его работу, мне очень интересно. Я бы хотела пригласить его на эфир, поговорить. Вот, там, я надеюсь, то есть, что там все хорошо. Там, кстати, замечаешь, когда даже если вы смотрите ролики какие-то снятые по регрессии, там такая ерунда. И плюс очень часто бывает нарушение самого процесса. То есть какого? Это когда у нас человек только умер какой-то известный, и регрессологи все туда. А давайте-ка мы его вызовем. То есть еще 40 дней не прошло, человек еще не раскачался и пытаются вызвать. И когда ты смотришь, вызывают совсем другое. И плюс очень часто, опять же повторюсь, человек, которого вводит в это состояние, он находится в состоянии иллюзии. То есть и там никаких связей нету. Люди тянутся ко мне, выговориться приходится слушать, отказывать не могу, верно или нет. Сама в онкодиагнозе. Таш, значит, ваша задача такая, сидеть и выслушивать. Галочка, привет, моя хорошая. Кабардино-Балкария, обожаю вас. Ночью вчера меня разбудили, и голосом моей сестры сказали, готовьтесь, я в шоке. Не скажу ничего такого прям негативного, но перемены будут в жизни. То есть я не хочу просто говорить об этих переменах, которые будут. Но перемены сейчас идут и очень большие. Почему против часовой стрелки? Это ход назад? Нет, это не ход назад. Вы выкручиваете. Вы негатив выкручиваете. То есть если вы хотите что-то сделать такое позитивное, либо
парчак, тогда вкручивают. То есть и также против часовой стрелки вы выкручиваете негатив. Хорошей школы космоэнергетики не подскажу, потому что я к космоэнергетике не очень хорошо отношусь, поэтому не подскажу. Нет, я даже не знаю. Святую, воду в церкви покупать или самому молитву? Если вы можете, сами читайте, можете серебром, он из серебра, то есть туда, тоже так же работает. Могут ли при, раскладе ошибаться карты Таро? Давайте сравним опять, как я говорю, с ручкой. Когда человек пишет и делает ошибки, это же не ручка виновата. Правильно ведь? Также и в картах Таро. Это только рабочий инструмент, не больше. И если ошибается, значит, мастер не готов к чему-то, либо не то смотрит, либо, так как у нас тарологи, вы не забывайте, что это не гадалки, тарологи смотрят огромное количество вариантов, и очень многое зависит от человека, какой он вариант выберет. То есть даже у меня бывает такое, что я смотрю, я тоже вот якобы ошибаюсь. Нет, ты смотришь ситуацию, и ты понимаешь, иногда даже уже при просмотре ситуации ты человеку говоришь, и ты прекрасно понимаешь, что он этой дорогой не пойдет, потому что он не хочет. Он, там бывает, что и лень, либо страх, либо еще что-то, то есть какие-то свои такие вещи. То есть ты пытаешься его направить, он не идет. А выбор у каждый делает сам. Поэтому не обязательно, чтобы это была ошибка. Ну, и либо же, если вот очень часто бывает такое, что просто вот, ну, хочешь другую, не то, что они тебе говорят, а другую ситуацию хочешь. Вот так. Почему сейчас много людей страдает бессонницей? Какая сейчас энергия? Сейчас, так как у нас, опять же, мы идем такой в разрастающую энергию, да, когда у нас ментальное тело вырастает по сравнению с физическим, мы очень, очень серьезно, спасибо, Светочка, очень серьезно вырастает. Поэтому люди стали меньше спать, то есть потому что перестройка идет организма. Плюс время у нас ускорилось. Но, понимаете, время-то ускорилось, но мы еще и сидим много в интернете, мы сидим в тех же тиктоках, да, то есть там, если там время летит по-страшному, потому что ты все время что-то смотришь. И поэтому здесь такое дело. Время ускорилось, да, есть такое. Но чтобы его остановить хотя бы немножко, вы можете выезжать на природу. Кстати, вот такой уже был раз разговор. На самом деле когда выезжаешь именно куда-то в открытое место, где нету вот этих вот связей, время как будто затормаживается. Мой домовой любит прятать пульт от телевизора. Блин, пропал, проскочила. Блин. Ой, сейчас, секундочку, я вернусь назад. Блин, уже, походу, очень много вопросов, да? Гульнар, когда я выйду замуж? Когда найдете мужика, тогда и выйдете замуж. Можно бросить курить по Алыну. Вот отсюда я начну, потому что так, можно бросить курить по книге Ален Кар и этот или только в нашем внушении. Я вам скажу так, у меня на работе, когда я там работала, да, ну, скажем, из 30 человек, которые прочитали книгу эту, наверное, где-то 25 бросило курить. Притом очень легко. Извиняюсь. Я ее перечитывала, я ее переслушивала, я что только не делала. Не берет меня. То есть я прочитала и пошла курить. Понимаете? То есть, но у нас очень много людей, которые уже сейчас годами, то есть сколько вот я уже не работаю там, они не курят. Я когда уходила, вот это как раз ажиотаж был с этой книгой, действительно помогает. У меня самое смешное было всегда, когда я читала, да, то есть я говорю, я прочитаю, и я пошла покурила. Когда я слушала аудио, то же самое, это то же самое, те же слова, просто это в аудио было. Я засыпала на первых словах. Я просыпалась и шла курить. То есть мне не помогало. То есть зависит, скорее всего, от внушаемости человека. А что, если с минуты на минуту меняется настроение в любую минуту? Можешь плакать от депрессии? Нет, это здесь опять же все связано с тем, что у нас происходит в мире. Вы очень поддаете себя, скорее всего, вот это вот. Когда с минут депрессия, она в основном такая, не такая, что 1-2 минуты. Либо же вы у меня являетесь уравнителем, а они такие все. Спасибо, солнце. Я не знаю, сейчас я просто не вижу, кто еще это. Я потом посмотрю, кто сделал донат послал. Почему, когда в магазине у кассы собирается очередь? Странный вопрос. Знаете Наталью Нет, не знаю. Я пару раз писала вам насчет землетрясения в Алматы. Можете посмотреть? Зачем смотреть? Уже прошло землетрясение, теперь что? Будет еще в будущем. Еще будет в Алматы еще будет.
Можно найти у вас видео, как ставить защиту для биоэнергетиков. Не биоэнергетиков, биоэнергетов. Биоэнергетики – это лекарство. Ну, не лекарство, а это средство. Самая лучшая защита для них – это все-таки не ставить защиту, потому что они все равно прогоняют весь негатив через себя. То есть это делать чистки себе постоянные притом. Будет ли прогноз на февраль? Да, немножко не укладывалось. То есть это будет завтра у меня эфир по недельному, а в понедельник, я только в понедельник смогу сделать на февраль. Сейчас. Чувствую иногда запах еды, прихожу домой, то, что чувствую, я приготовила, чувствую запах духов, тот человек является, что это? Ну, это у вас чуйка хорошая работает. Я родилась 22 августа. Какой у меня знак? Надо посмотреть, в каком вы году родились. То есть, и посмотрите, зайдите в интернет, наберите в гугле. Свой год наберите именно дату. У вас будет стоять. Лилия, здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, книгу «Как работать с вещими снами». Не порекомендую, потому что не знаю. Я книги сейчас не читаю абсолютно, потому что те книги, которые входят, практически все в хлам. Ничего такого. И мне не надо читать, мне нужна, если информация, я просто ее себе задаю, мне приходит ответ. Все просто. Поэтому я себе не засоряю мозг, абсолютно. Вчера во сне спала с медвежонком в объятиях. Была на ощупь мягкий, пушистый, на левое ребро проснулась, шоке. Все это домовое. От мошек пару спичек, серы в горшок. О, какой совет хороший. Как исправить себе желание заслужить любовь? Надо проработать у вас, то есть вернуться в прошлое, посмотреть, почему у вас это происходит. То есть чаще всего это бывает, если вас недолюбил отец. То есть быть хорошими перед всеми, пытаться заслужить, пытаться купить эту любовь. То есть как-то, понимаете? То есть это в основном это с отцом связано. Очень часто. Где мы тут дальше? Так, это у нас другое. Добрый вечер, Лилия. Скажите, пожалуйста, почему в доме образуется много паутины? Уборку делаем. Почистите квартиру, негатив может накопиться. Скажите, пожалуйста, мнение о технике матриц Горяева. Я не смотрю это все. То есть, смотрите, я не лезу в технику ни одного из практиков. Потому что есть свое направление, я иду по нему. Понимаете, у меня в чем дело? Я один раз посмотрела кого-то, но это было очень давно. И у меня начался спор. То есть самим собой, как говорится, да, то есть мне не нравилось то, там у этого человека это не нравилось, это не мое дело. То есть если я буду смотреть какие-то медитации, либо что-то еще, я точно так же буду спорить, потому что я буду не согласна. Я тоже очень часто бываю, практически всегда, с какими-то вещами не согласна. То есть я редко могу найти какого-то человека, который бы сказал: о, мы с тобой на одной волне. Поэтому я даже не знаю, кто такой Горяев. Честное слово. Я не лезу просто, мне это не надо. У меня и времени не хватает на это. Мне бы тут со своим временем разобраться. Спасибо, мои хорошие, за сердечки. Спасибо огромное. Почему часто перегорают лампочки? У вас бывает перебой, скорее всего, энергии. То есть бывает такой электричество перебор. Это бывает перебои, да, то есть поэтому не все сваливаем на какие-то магические вещи. Сначала всегда думаем головой. Вот это одно. Следующее, конечно же, может быть бракованные какие-то вещи. Это другое. Сейчас, кстати, очень часто делают специально такие, чтобы больше закупались, чтобы больше покупали. И последнее – это у вас сбой энергии. Вашей именно. Поэтому такое бывает. Лилия, что дает плетение родорода? Ребят, я не знаю половину того, что вы мне пишете. Что такое родорада? Я не знаю, что это такое. Абсолютно. У меня есть нормальные плетения, которые я делаю. Да, если, наверное, с родом что-то связано, я так думаю. Это надо смотреть. Сейчас вы посмотрите, что творится. Вы немножко отсеиваете, пожалуйста, информацию, которую вы гребете. Вернитесь в классику лучше всего и начните оттуда смотреть, а не кидаться из стороны в сторону. Потому что сейчас понапридумывали такого, то есть я иногда сижу, и у меня просто волосы шевелятся от того, что понапридумывали. Накрутили, каждому нужен какой-то экшен. Понимаете, каждому нужно как-то притянуть людей, поэтому придумывают какие-то сказки, притом капитальные. Вот поэтому у меня совет просто: начните с классики и посмотрите все, что есть в классике для начала. И посмотрите, как оно переплетается с настоящим, чувствуется у вас это или нет. Есть ли разница, на какой руке носить ваш браслет? Нет, абсолютно нет разницы. Когда меняешь место жительства, влияет ли на человека? Да, конечно, влияет. Добрый вечер, не комплимент, а истина, вы прелесть. 25 лет назад сказали, что не... Пропустила. Сейчас, подождите, опять у меня проскочило, просто я извиняюсь.
Вот, Иринка, спасибо, до тебя дошла сейчас только вот, когда ты перекинула. Сейчас. А вот, 25 лет назад сказали, что нельзя быть там, где покойники, кладбище и так далее. 2 года назад сказали слово в слово то, что было сказано ранее. Болела сильно. Кто сказал? Лен, смотрите, посмотрите, пожалуйста, у вас, то есть временной отсчет. Скорее всего, вот этот срок у вас идет новый виток, я так думаю. То есть потому что у нас, когда мы начинаем, проходит какое-то время, мы начинаем с ситуациями сталкиваться, с людьми, с предложениями одними и теми же, вот, которые поступают, да, там говорят что-то вам, одно слово в слово, и вы это вспоминаете, что такое уже было. Бывает это как раз, что вы на новый виток пошли. Но на новый это значит, вы что-то не проработали, если эти ситуации опять повторяются. То есть надо пересмотреть, что у вас происходит в жизни, просчитайте все это. То есть вот прям разложить все по полочкам, где вы ошибки делаете. Постоянно просыпаюсь в 3 часа ночи. Это уже тоже этот разговор был и не раз. То есть там я много раз говорила, что это такое. Ничего такого страшного в этом нету. Во сне подарили красивую куклу, но она такая была из ткани, что это, может, защитная кукла. Куда девать угощение для домового после того, как полежит угощение? Помыть, убрать, лишнее выкинуть. Понятие ведьмин круг, что такое? Слетаются ли сейчас ведьмы на круг или все-таки ведьмин круг бывает разный. Бывает ведьмин круг, который из живых людей составляется, да, бывает ведьмин круг, который делается в лесу, то есть, ну, во всяких этих. Но еще ведьмин круг, это очень часто бывает, когда грибы вырастают в определенном порядке. Я сталкиваюсь очень часто такое, мне так нравится, это так прикольно. То есть это как раз ведьмин круг. Ну, слетаются ли ведьмы на круг? Ну, блин. Ребят, границы закрыты, понимаете, чтобы слетаться. Ну, я еще так скажу, да, ерунда все это, что ведьма должна быть легкой и на метле уметь летать, как говорится. Я бы, если была возможность, я бы доскакала. Потому что поднять меня метла не поднимет, а вот доскакать можно. Я, наоборот, сплю, хотя раньше такого не было. Это же хорошо, то есть организм отдыхает, значит. Я болею от серебряных вещей, если подвеска, жесткий бронхит, если браслет, нервный срыв и так далее. Что это значит? Это может быть, с одной стороны, самовнушение, может быть, но серебро еще и часто вытягивает. Я не скажу, что она лечит, и я не скажу, что она может какие-то болезни навлекать. Нет. Она может показать, что у тебя есть какая-то болячка. То есть посмотрите свою просто иммунную систему. Но еще бывает серебро, которое грязное. У меня были когда-то серьги с малахитом, старинные серьги, обалденнейшие. То есть, но это серебро было необработанное. И когда я их одевала, у меня просто вот локаторы были. Они такие красивые были, ну, пришлось избавиться. Так, про сны не будем, давайте. То сейчас будет приснилось то, приснилось это. Нужно ли вспоминать каждый год день свадьбы? Это важно? Если вы любите отмечать какие-то вещи, ну, это для вас должно вы должны определить, что для вас важно. Можно каждое воскресенье сделать как традицию, да, чтобы собираться и вспоминать родственников всех там вместе, как говорится. Можно раз в год там про свадьбу. Я, честно говоря, с первым супругом, да, с первым супругом мы отмечали практически каждый год. То есть никогда не забывали. А так, я даже не заморачиваюсь никогда. Я немного по-другому смотрю на этот мир. Почему испытываю очень сильный негатив по отношению к людям? Иногда сложно справиться. Скорее всего, что вы их чувствуете, какое там внутри нутро. Вот и все. А работаете еще и с людьми работаете. То тогда 100% чувствуете. Мой дом, где мы живем, прямо у кладбища. Отразится ли как-то на нас? Нежелательно рядом с кладбищем. Вы у меня, наверное, Юлечка, вы у меня, наверное, в Германии, да? Я так думаю. Смотрите, здесь немножко попроще с этим, потому что на кладбище ничего такого там нету. У нас пустые кладбища. Вот, поэтому я так думаю, что особо на вас не отразится. Успокаивайтесь. То есть если бы это было дом рядом с кладбищем, к примеру, Россия, Украина, то есть там Словакия, все угодно, они там рабочие. В Германии нет, пустые. То есть редко здесь найдешь такое хорошее, наработанное. Спасибо, спасибо, моя хорошая. Для уравнителей скажите, пожалуйста, защиту. Для уравнителей вообще особо заморачиваться не надо, то есть тоже время от времени делать чистки. Уравнители не дают больше и не берут больше. Но еще я скажу так, некоторым уравнителям нужен и негатив, то есть чтобы это прогнать через себя. То есть я иногда, если совсем
расслабленная, и мне надо поработать, вот так, да, и не попадаются мне вампирчики, которые есть у меня вампирчики, которые меня вот пространство очищают. Что я делаю? То есть я прогоняю через себя негатив. То есть мне надо тоже иногда питаться им. То есть так что вот для уравнителей, уравнители самый простой вариант. То есть им лучше всего. Как составить натальную карту, если нет времени рождения? Обратитесь, пожалуйста, к астрологу. Я не астролог. Меня путают, кстати, сейчас я еще кое-какие вещи скажу. Я не астролог. Вот сейчас у нас будет, когда вот это вот с февраля месяца, там месяц будет именно астро, да, то есть астроплан. Вот, там есть у нас астролог, вы можете к нему посмотреть, к нему обратиться, то есть, возможно, вам расскажут, как это делается. Я нет. То есть я даже не хочу влезть в эту стезю, потому что я знаю, что, ну, я не то, что не потяну, ну, там надо учить. А я не человек, который учит, я человек, который берет информацию просто, понимаете? Ам, Так, сейчас. Что тут, наверное, интересное было, да? Потому что вон это, Татьяна, а нас вам не обязательно любить. Так, всем привет. Что-то так грустно. А что так грустно? Чего это? Сейчас, подождите-ка. Сказывается на Зинаида, то есть не буду вслух говорить, да, сказывается, нельзя так было делать, ни в коем случае, сказываться очень серьезно. Берегите своего ребенка. Это я только так могу вам посоветовать, то есть берегите его. Бойтесь за него, берегите, окружайте любовью материнской, чтобы ребенок всегда был именно в заботе в этой. Это очень теперь важно. Меня папа очень любит, но мама у меня гипервампир, я уравнитель, никогда меня не понимала. Не в этом дело, что-то вы делаете не так, потому что здесь не в этом дело, здесь совсем другое. Влияет ли бардак в комнате на энергетику? Просто как у дочки появляется своя комната, она вообще переживает о чистоте и порядке. Говорит, ее устраивает, устала бороться. Расслабьтесь, Яна. Скорее всего, ваша дочка, если у нее бардак, я так понимаю, что у нее бардак, да, то есть это человек, которому не надо наполняться энергией. Чистота идеальная, просто идеальная, в основном бывает у гипервампиров и вампиров, потому что не хватает каких-то определенных энергий, и они начинают мыть, то есть энергии чистоты не хватает вот этой вот, и они очень чистоплотные. Вот вампиры, гипервампиры, они прям вот идеальные, понимаете? Люди, которых хватает энергии, это доноры, гипердоноры, к примеру, там и те же самые биоэнергеты, те же самые уравнители, да, то есть им это не надо, у них в основном очень большой хаос. В основном. Поэтому вы не боритесь, а перестаньте. Смотрите на это как на творческий хаос, понимаете? При этом 100% ваш ребенок найдет в любом углу то, что ему надо, где бы оно ни валялось. А если уберетесь, не найдет. Так, добрый вечер, Лиля. Ваш прогноз на неделю сбылся, хлопнула дверью, уволилась с работы, я козерог. Теперь передо мной открылись все дороги. Пока отсыпаюсь, планов много. Это самый лучший вариант отсыпаться. Как можно убрать негатив и зависть по бизнесу? Чисткой. Хорошей чисткой, своей защитой. Если девушка делала приворот, и он Секундочку, блин. Где теперь? Одну секунду. Блин. Вот, нашла. Если девушка делала приворот, и он закончил действовать, что может быть с мужчиной? Он уйдет от этой девушки, да, если приворот был сделан на какой-то срок, да, если он не обновлялся. Хорошо, если же, я еще, кстати, вот такое часто бывает, что когда, ну, вы представляете, да, там есть человек, я говорю, есть привороты такие серьезные, которые делает серьезный мастер, есть такие перевороты, которые надо обновлять. Вот, и если эта пара живет вместе, и она постоянно ему обновляет, то вы меня извините, никуда он не уйдет, какой бы срок годности ни был. Потому что она все равно обновляет. Спасибо, конечно, за комплименты. Вот это вот мужчины, которые мне делают такие комплименты и признаются в любви. Ну не смешите мои копыта, блин. Ну взрослые же люди. Хорошо ли делать отчитку рода? Чистку можно, да, отчитку можно делать, убирать род нет. То есть не мешал. Но очень хорошо на род влияет ваши действия, как вы себя ведете. Мгм.
Сейчас. Снится мужчина незнакомый, хочет поцеловать, а потом превращается как будто в сущ. Это ворует энергию, это может быть, Оля, у вас инкуб приходит. Вчера после молитв святому роду взяла аскезу 40 дней, благодарила закрытыми глазами. Было явление, как будто рука скинула мне черную коробку. Там была икона с золотой оправой. Богородица сказала для меня, мамы, чудо. Хорошо. Да, добрый вечер. Часто просыпаюсь, опять то же самое, просыпаюсь в 2-3 часа ночи. Танюш, сотни раз говорили, я говорю, ребят, ну, блин, у нас биологические часы есть. В это время у нас поджелудочная начинает работать. 2-3 часа в полчетвертого, это у нас поджелудочная. Это не ведьмино время. Ведьмино время, оно немножко по-другому. И, блин, ну, не в средневековье мы живем, ну, честно. Это одно. Следующее, то есть это у нас пульс Земли в это время работает, понимаете? То есть там столько вот этих нюансов таких мелких. Но с магией ничего особенного не имеет значения. То есть где-то вы уходите в глубокий сон, вы выходите из него там, не заморачивайтесь. Повалялись, почитали что-нибудь, посчитали овечек и спать дальше. Почему часто снятся покойные дедушка и бабушка в старом ихнем доме, которого и уже давно нету? Скучаете по прошлому. Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, как проверить отношение человека к вам между ладоней, представляешь голову человека. Есть видео, посмотрите, пожалуйста. Не голову человека представляешь, а человека просто. Уточнение, почему в магазине, где нет покупателей, у кассы за человеком образуется очередь из людей? Ну, я бы по-простому сказала, конечно же, да, вы знаете, то есть почему образуется. Потому что, да, все закупились, понимаете, в одно и то же время. Такое бывает очень часто, да, с одной стороны. С другой стороны, может быть, как раз вы являетесь каким-то донором, который притягивает, вот и все. Ничего, опять же, никакой матрицы, никаких-то там этих нету здесь. В последнее время теряю золото, крестик цепочки слетел. Может, не надо покупать, скорее всего, откупаетесь за что-то, что вы не досмотрели. Поэтому теряете драгоценности. Когда потеряете, скажите, пожалуйста, что откупилась. Очень хорошая вещь. Лучше пусть так будет. Как всегда актуально. Фамилии после развода надо обязательно менять? Нет, не обязательно. Зачем? То есть это ваше дело. Это уже ваша договоренность. У моей мамы в доме выгорела икона Святой Троицы, на ней почти не видно изображения. Она стояла при входе в дом, и солнечные лучи на нее не попадали. Это плохо? Нель, я все, что связано с церковными картинками, я не молюсь на иконы. Потому что для меня это картинка. Бог не там, Бог здесь. Во сне пара жгла огромного рыжего жука. Давайте сны убираем, потому что иначе сейчас все в сны уйдем. Недавно была в собрании, 2 раза кресло развалилось подо мной. Мне было смешно, хотя подо мной целая толпа прошла, ничего. Потом встала, спинку моего кресла отвалилась. Муж все поправил. Что это? Смотрите, когда с вами происходит, сейчас всем говорю, стерите потом свои сообщения, которые такие. Если у вас что-то происходит, под вами что-то разваливается, у вас что-то разбивается постоянно, у вас рвутся вещи, отрываются пуговицы, притом это происходит постоянно, а не один раз, понимаете, то есть вот аварии какие-то, да, мелкие, вот такое вот все. Это есть наличие негатива. Убирайте его, и все у вас наладится. Это только такое. Если в квартире появляются неожиданно огромные мухи черные, да, не летом, если вы не живете возле сарая, а именно там зимой ни с того ни с сего, да, конечно, может быть такое, что они где-то там на зиму и тут отогрелись. Но если что-то необычное появляется, это тоже говорит о наличии негатива. Огромное количество паутины черной тоже говорит, если вы даже чистоплотный, постоянно убираетесь, и эта паутина появляется, тоже говорит о наличии негатива. Просто делайте чистки. Здесь ничего такого нету. Делайте чистки, ребят. Здравствуй, можно ли самому убрать порчу на финансовое благополучие, если оно есть? Понимаете, порча такая вещь, когда на какую-то отдельную редко делается. То есть делается в основном на многое сразу. То есть одновременно, да, наносят порчу. С глаз бывает на финансовый. Порча, она разрушает все. То есть это значит, если у вас не только там финансы должны разрушиться, это у вас должно со здоровьем проблема быть, и все, там целая куча, там все. Там разрывы с любимыми и все остальное. Поэтому, скорее всего, это просто определенный сглаз. То есть, конечно, можно обыкновенными чистками чисток море. Их такое количество. Ой, даже просто на свечку посидеть, на огонь помедитировать, и то вы себя чистите.
Всегда плачу в церкви. От чего? Там проходит очень много негативной энергии. Туда люди, сами понимаете, люди приходят в церкви не в радость, а в основном приходят с горем. Естественно, сброс происходит там. Вы попадаете в эти как раз энергетические шары, где вот этот сброс. Поэтому вам хочется плакать. Что такое ченнелинг? Даже рассказывать не хочу. Почему пустые кладбища в Германии? Из-за колоколен, которые на каждую у нас именно звон, который там происходит. У нас на каждом кладбище обязательно колокольня. Редкий случай, когда ее нету. Редчайший. Я, по крайней мере, еще не видела. За этого кладбища пустые. Я уравнитель, да. Талисманам нужна защита. Людям талисмана вы имеете в виду, конечно. Как всем нормальным людям. Смотрю сейчас битву экстрасенса с вами. Вы супер. Тань, выключи. Выключи, я тебя прошу. Не надо. Не надо это смотреть. Страшная вещь. Так, ребята, у меня опять проскочило. Блин. Ё-моё, ёлки-палки. Как говорит моя мама, ёшкин-пошкин. Куда опять? А, вот, нашла. Была в гостях, заметила, что коты бегают от подоконника на подоконник. Может, их кто-то гоняет? Да, может, играются просто. Сморачивайтесь. Спокойнее ко всему. У меня всегда творческий хаос. Говорят, это не нравится домового. Не обязательно. Вот у меня, да, тоже всегда творческий хаос. Всегда. У моей дочери всегда творческий хаос. Это не бардак, это хаос. Вот, и все хорошо. И мы с ним тоже. Дружбаны такие. Я близнец, день хорошо, 5 плохо, жить не хочется. Это не связано с прогнозом и с гороскопом. Абсолютно, Лена. Скорее всего, вы холерик. Вот и все. Надо искать положительное что-то в этой жизни. Надо прям себя вытаскивать. Кроме вас никто не вытащит. Если постоянно, как у меня девчонки там, бегают, меня подружки не хотят слушать, я тут жалуюсь, бегаю. Да, блин, надоедает, понимаете? Вот на самом деле, когда подружка, вот одна какая-нибудь, все время находит себе какой-то негатив, то есть находит всегда какую-то проблему и вокруг нее раздует там. Чаще всего это раздуто. Это я не говорю к вам, я просто говорю это. И потом, понимаете, люди потихоньку начинают отворачиваться, ну, надоедает на самом деле нытье. То есть хочется чего-нибудь светлого, пушистого, да, тут каждый день она бегает, ноет, либо на телефоне сидит. Блин. Так что нет, ищите, поднимайте себя, вытаскивайте себя, находите себе какие-то вот занятия, блин, через силу. Не надо искать вот только плохое. Нужно себя вот перестраивать просто. Сущность, которая рядом с алкашом, уходит вместе с его носителем. Нет. Нет. Это точно вампир, люблю чистоту. Я говорю, это точно вампир. Люблю чистоту. Я говорю, что придет в гости к внукам, уже слушаю, как она, как Ома идет и убирается. На самом деле, у меня девчонки многие мои с моей команды, вампиры тоже есть, да, я просто вижу, насколько идеально все. По поводу кладбища у дома. Я в Польше уже. Юль, в Польше не знаю, в Польше не была, то есть я не знаю, насколько там кладбища рабочие. То есть и не знаю, насколько ну, вообще, опять же повторюсь, да, в принципе, не очень хорошо это жить рядом, но я повторюсь, что в Германии проблем нету. В Польше я не знаю, насколько они там живые, не живые. Что вы можете сказать? У меня психосоматические боли. Это не может быть негативом во мне. Может быть, то есть потому что очень часто именно негатив перерастает в физические боли. Может быть. Потом ничего найти не могут. И ставят диагноз психосоматика. Бывает. Какие копыта, Лиля, вы прекрасные. Опять же, смотрите, то есть теряется золото. Я говорю, когда теряет, пусть оно теряется. Это значит, где-то вы, возможно, кого-то обидели, расплатились так. Пускай это золото, пускай эти побрякушки теряются. Просто всегда потерялась, говорите, а откупилась. Если же это не связано с потерями, то есть именно с тем, что вы где-то нафинтили, что-то не так сделали, да, и вот этим откупаетесь, то это золото вернется к вам. То есть это, ну, бывают же такие просто потери. Как защититься от крадников энергии? Ставить защиты обыкновенные. И, кстати, крадник не надо никогда возвращать. Ну, это потому что ерунда. Мне гадалка сказала, что у меня сильная сила рода. От чего это зависит? От вашего рода. Это можно посмотреть, Люда, это можно посмотреть по просчетам, это можно посмотреть при прогнозе вас, то есть при диагнозе, так называемом, тарологическом. Это все можно посмотреть.
Скажите, пожалуйста, нашла у себя в дверях крест на ниточке. Подскажите, чтобы это значит, пожалуйста, удаляйте. Я не чувствую там защиты, я чувствую больше негатива. Поэтому нежелательно, конечно, руками брать. Но если уже брали, точно так же чистка. Женщина, которая своего мужчины постоянно делает приворот, будет ли ей ответка? Конечно. Просто не все так быстро и не все сразу. Я всегда ухожу, где негатив чувствую очень сильно. Ну, Танюша. Так, друзья мои, не забываем ставить лайки. Не забываем это. Периодически нахожусь дома, ржавые булавки, иголки, хотя постоянно убираю. Что это может быть? А посмотрите, когда вы их находите. Только я дам совет. То есть если это не ваше, да, то есть если это все-таки подкинутое, то есть смотрите, кто к вам в гости ходит. И потом уже, то есть со временем вы начнете наблюдать, то есть начнете это видеть. К примеру, то есть вы вот все вычистили, да, потом человек один, два, три пришел, проконтролируйте, возьмите их, позовите, то есть уберите все, если нашли опять, позовите их по отдельности. Ну и так просто найдете того, кто это делает. Постоянно летом, весной рядом летают бабочки, притягиваете. Потеряв работу, можешь сказать, что откупилась? Это, скорее всего, когда теряешь работу, не совсем. Это может быть, да, наличие каких-то негативов. Опять же, я извиняюсь, что я все время про эти слова говорю. Но еще может быть, что вас уже вот эти ребята сверху, сейчас ТикТок я вас верну, у меня тут перезагрузка, пытается телефон перезагрузиться. Ребята сверху уводят вас на новую дорогу и делают это насильно, потому что вам предлагали много раз уйти, что вы не нравилось вам там, что-то вы себя мучили. Ну и просто насильно делают. Значит, надо что-то менять в жизни. Так, была на кладбище, к родителю через час мне мысли было сделать круг себя против часовой стрелки и топнуть ногой. Долго держалась, но потом так и сделала. Да, скорее всего, что-то там рядом с вами ходило. А если просто ломается на мне золото, застежки, вопрос качества или может быть... И качество может быть такое, да. И качество, и может быть такое, что надо расстаться с этими вещами. Пунктик в плане чистоты. Сейчас узнала, что я гипервампир, но без блеска не могу ни дома, ни на работе. Думала, пунктик в голове, а все так просто. Лиля, мне сказали, что на моем роде есть негатив, и сейчас он перешел на меня, и надо почистить родовой канал. Стоит ли этим заниматься? Можно ли чистить родовой канал? Вот, понимаете так, а вы вот как вот представляете, вот, ребят, вот скажите мне, вот я ко всем сейчас обращаюсь, когда вот такое спрашивают не раз, да, как вы себе представляете чистку родового канала? То есть как это выглядит? Просто-напросто, да, заговорами какими-то вы еще можете что-то наложить туда. Притом родовой канал, он у вас где-то в крови находится, он выходит, ну, это, естественно, информация, да, родовая, она у вас вся в крови находится, то есть все в вашем теле, в внешнем теле. Короче, скажу по-простому, чаще всего это заработок денег. То есть, вот честное слово, чаще всего это просто заработок денег, чистить родовой канал. Вы своими делами, своими изменениями в жизни, своими стремлениями можете изменить движение рода. Вы пришли сюда, например, отработать род, то есть чисткой не поможет. То есть надо сделать что-то такое, что внесет положительное именно в ваше движение. Если в роду, вот и, ну, простые вещи рассказываю. Если в роду были, к примеру, какие-то бабули, которые там делали постоянно аборты, да, то есть скидывание, либо же делали кому-то эти вещи, что, как вы собираетесь это очистить? Это нереально. То есть вам надо заслужить как раз вот это вот очищение. Заслужить как? Чаще всего это берут либо детей из детдома, такое берут, то есть чужих деток берут, воспитывают. Это одно, да. Потом дети какие-то вещи шьют, вышивают, то есть вяжут. У меня есть женщина, которая вяжет постоянно и в детский дом отдает. Вот тогда, да, только действиями. Все остальное ерунда. Но это я вам говорю, по крайней мере. А можно ли на кладбище что-то подхватить Да, потому что покойников у нас на кладбище нет, зато сущностей там, их церковь не берет, колокола их не берут. Красная нить на руке работает или нет? Да, работает. Ой.
Блин, извиняюсь, потому что опять проскочила. Блин, где мы тут? Ладно, иду дальше, потому что это, ладно, нет, подождите-ка. Мне всегда именно серебро и ломается, может, не стоит серебро носить. Ну, попробуйте убрать, то есть попробуйте золото поносить, если вы любите вот именно драгоценности. Я не люблю драгоценности абсолютно. Я люблю там, да, у меня есть пару серебряных колечек, я только серебро предпочитаю, да, там, такое вот. Я не особо, то есть у меня все на простоте. Не видела еще людей, которые, получившие миллиард, чтобы пошел в церковь, радость своей поделился, да. Каких самых страшных сущностей вы видели? Самое смешное, что ты, когда видишь какую-то сущность, страха как такового нету. Сказать, что я кого-то страшно, нет. Но это то же самое, что я людей на улице. Люди же разные бывают. Вот так же и здесь. То есть сказать, что... Я, знаете, что вот самых страшных сущностей я видела в японских фильмах ужасов. Вот там даже я боюсь. То есть я ни один японский фильм не досмотрела, вот именно хоррор, не досмотрела до конца. Там всегда страшно. Там так умеют нагонять. Когда это вживую, вообще нету страха. То есть и они такие, ребята все практически прикольные. То есть со всеми можно так и поговорить, и поработать. Но это, не думайте, что это шиза, я всегда это говорю, проверялась. Так, сейчас, в полнолуние можно красить волосы? Когда угодно. Что хотите, делайте. Вот, да, вот это вот есть, если легкая рука мастера, это прекрасно, да, там стрижки если. Краситься, да ради бога, вы начинаете новую жизнь. Я стригусь в основном на убывающую луну, потому что я с волосами выстригаю негатив, убираю негатив. Да, это одно. Следующее, я не люблю, у меня слишком быстро растет волос. Но Мариана знает. То е то есть я думаю, да, она у меня здесь, ты мое солнце. То есть у меня слишком быстро, мне поэтому желательно на вот это вот луна действует. А так вот красьтесь, стригитесь, когда вам хочется, честное слово. А, так, еще дальше. У вас очень классное видео в последнее время, вы большая молодец. Смотрите, сколько лайков, просмотров у вас выросло. Работы много. То есть и с видео много работы, и я стараюсь все равно, потому что надо какое-то движение, то есть немножко застоялась. Вы такая родная своя, что лучшая подруга. Жаль, что далеко. А так бы чайку попили. Я тортик Наполеон завтра печь собираюсь. Я на диету села наконец-то. Да. Посмотрим, насколько меня хватит. Если получится большой выигрыш в лотерею, это плохо? Нет. Но советую, когда большой выигрыш, правильно им распорядиться, а не так, как в основном это делается. То есть, что там сразу машины, дома, пароходы покупают и потом сидят и не думают о том, что надо налог за это все тоже платить. То есть им надо правильно распорядиться. А почему плохого? Раз дали, значит, не просто так. Как мы с вами похожи, я тоже уравнитель лев по гороскопу в Луне Водолей. Я тоже в Луне Водолей. Когда-то вы сказали, что вам не показали, вам меня показали эзотериком. Бабушка лечила, прабабка была сильным эзотериком. Вы сильный мастер, это чувствуешь, можете ответить. Иногда слышу голоса, и перед глазами время от времени вижу свет. Ну так у вас подключка хорошая, так пользуйтесь этим обязательно. То есть подключение именно к информации. Блин, сейчас, сори. К информации, работайте с этим, развивайте себя, это прекрасно. Спасибо, что услышала. Счастья тебе и родным. Так, сейчас. Начитала заговор из "Ютуба". Кто сделал зло, придет или позвонит. Позвонила та, на которую думала. Ужасное состояние. Теперь смотрите, Люб. У нас очень сильно, я вам не раз рассказывала, мы все связаны между собой. Смотрите, какая здесь могла быть ошибка, я вам честно говорю. Возможно, вы здесь ошиблись. Какая могла быть ошибка? У нас очень сильная связь, сила мысли наша мощнейшая. Если вы долго думаете там или все время крутится у вас в голове человек, то он у вас и даст о себе знать. Понимаете? При таких заговорах я никогда не советую брать что-то с "Ютуба", потому что может быть выкачка бешеная оттуда, понимаете? То есть заговоры, вот эти вот обряды, я вас прошу, не делайте это, по-человечески вам говорю. Это просто вот не то, что это я вам желаю добра в этом случае. Так вот, у вас в голове крутился этот человек постоянно, вы на него думали, потом вы делали, когда обряд, вы наверняка он в голове у вас проскакивал, и вы просто-напросто его вызвали. А возможно, человек ничего плохого вам не делал абсолютно. Понимаете, в чем прикол? То есть в том, что, опять же, с нами связь, у нас связь бешеная со всеми.
Мы все как в паутине находимся, понимаете? Где-то сильнее связь, где-то слабее, где-то там. Мы даже связь у нас есть с теми людьми, которым мы раз в жизни там встречались, либо вообще не встречались. То есть это, ну, есть такое. Взаимосвязь. Мы большая такая паутина. Поэтому будьте аккуратнее, когда вы делаете что-то, чтобы не обвинить человека. Вот почему у мастера, когда делаются такие вещи, например, какие-то там отливки или что-то еще, да, и, например, делается возврат, то человек проявляется, который делал. Потому что мастер не думает о нем. Там настоящая игра, настоящая работа. А когда сам себе делаешь, уже по-другому работает. Видела большой сверкающий крупный бриллиант во сне. Хорошо же. Лилечка, если старое кладбище больше не хоронят, там мы в России живем. Шикарно. Это очень хорошее рабочее кладбище. Влияет ли, тем более старые, там вообще. Влияет ли на судьбу фамилия бывшего мужа? Да, влияет. Но надо, если вы хотите там свою опять вернуть, посмотрите, как вы жили до этой фамилии. Возможно, что наоборот, фамилия мужа на вас хорошо действует. А если золото нахожу, особенно перед праздниками, аккуратней, где вы его находите. А так прекрасно, значит, вы умеете. Лиля, дам угощение домового, дам угощение домового, кот спокойно, как удав. Прекрасно. Вы, как всегда, отвечаете на вопрос. Про потери говорят. Жалко, так не сохранила кольцо мамы, потеряла после ее смерти. Носила, сейчас бы хранила. Обидно так. Ничего. Лилечка, в Германии дорого сейчас жить? Очень дорого. Ну, в принципе, понимаете, жить-то нет. У нас другое, у нас налоги. То есть налоги, по-моему, они сейчас считаются самые высокие в мире. Ну, чтобы вы понимали. А так вот, в принципе, все равно можно. И вот если бы этих налогов не было, другое дело. То есть прекрасно бы все жили. А нам сейчас постоянно. Сегодня, кстати, сейчас отвлекусь. Новый налог у нас хотят сделать. Это штраф. Немцы, готовьтесь. Штраф на бензиновый штраф. Налог, штраф на бензиновые и дизельные машины. Чтобы больше покупали электро. Ну, вы меня извините, электро, да, ну, для меня нет. Во-первых, я всегда, если беру километраж, я очень много езжу. Это одно. Второе, это они настолько дорогие, что я, например, не могу себе позволить. То есть, ну нереально просто это самое, на самом деле. И сейчас они очень хитро это пытаются обойти, то есть им надо как-то свои дыры теперь закрыть, которые они тут сделали, потом делают так, находят что-то. Сейчас я скажу, немцы, сейчас я скажу, как называется правильно. Сегодня, потому что я сегодня слышала, я чуть не умерла, блин, со смеху. Я говорю, уже все, маразм. Харбек наш опять пытается это сделать. Что это штрафы, по-моему, так и называется. Так, дальше идем. Лечка, спасибо за обширную работу. Мне 60, хочу бросить курить. Можно? Бросайте, если можете. Если отец отказался от меня, стоит ли его прощать и ходить с его фамилией? Род от меня не отказывался его. Кирилл, это надо смотреть. Я не думаю, род не отказывается, понимаете? То есть есть такое, что вы можете быть родоначальником нового рода, но всегда у вас за спиной стоят оба рода, всегда. Просто один может быть слабее, другой сильнее. То есть с некоторыми надо проработать вещи, с некоторыми нет. Опять же, это можно все посмотреть. Как и кем, когда отрабатывается карма рода? И именно вами отрабатывается карма рода. Ваша, то есть вы можете отрабатывать карму, либо до вас уже она отработалась, и у вас все прям как по маслу уйдет. То есть, но это в основном именно того человека, который живущий. Лилия, не складывается с мужчинами, они меня как вроде не видят. Это смотреть надо. Почему у вас так происходит? Друзья мои, сейчас будем закругляться. Сейчас. Потому что опять проскочила и так сильно. Лиля, как ты красиво сказала. Я вам сейчас переведу. То есть на немецком, да, тут стоит, что Ordnung braucht nur die Dumme. Короче, сейчас я переведу. Порядок нужен только... Нет, не буду переводить. Не буду. Потому что иначе обидится половина. Нет. Сейчас вовремя тормознулась. Так, подруга сказала, что в детстве нам поменяли судьбу. Одна колдунья с ее внуками. Братишка умер, я забыла эту бабушку, потом вспомнила. Тоже надо смотреть. Девчонки, мальчишки, такие вещи надо смотреть. Так оно или не так. На японцы умеют напугать, у них такой фольклор.
Можно ли человеку пожелать, чтобы в жизни у него не было второго шанса? Это грех? Нельзя желать. Вы что? Зачем вы кому-то что-то желаете? Пожелайте хорошее человеку. Не надо плохого желать. Можно самому себе стричь волосы. Слышала, что этим отсекаешь судьбу. Ерунда полнейшая. Я себе так выстригала волосы. Нет, ерунда полнейшая. То есть, и поверьте мне, ну, судьба у меня классная. В какой части Германии вы находитесь? Бавария? На границе с Австрией. Я прям на границе с Австрией, где Браунау, если вы знаете. То есть там я на границе живу. А, Мне сказали, что в роду есть спрятанные ценности, передавались уродам. Как мне найти, если кроме меня никто о нем не знает? Не знаю, ищите поисковика, который будет это искать, если они на самом деле существуют. У нас тоже были закопаны драгоценности, перекопали все село и ничего не нашли. Я вам скажу так. Когда закапывали драгоценности, да, бывает такое, что ставят определенный, то есть если закапывают вот в землю, ставят определенный на эти драгоценности оберег, который может проявиться, то есть уйти там спустя тысячелетия. То есть вот сейчас вот как раз находят те вещи, которые там много-много лет назад, хотя перекапывали все на свете, да, много тысяч, там сотни лет назад было закопано. Это одно, ставится такое. Следующее, в основном, если закапываются такие вещи, на них бывает очень серьезная порча. С этим надо настолько быть аккуратной. Черным копателям бывает несладко. У меня приходили ко мне черные копатели, которые вот это вот все в розыске, таких розыски делают, то есть именно ищут такие вещи. Их иногда практически невозможно даже почистить. Там такое творится. Это следующее. И третье, я вам еще скажу. Если драгоценности прятались во время, к примеру, раскулачивания, когда вот это все было, страшное время, они прятались не просто так где-то закапывались, они могли быть переплавлены. У меня был случай, когда переплавляли у двери вот эта вот ерунда, которая открывает дверь, не замок или что-то, да, а именно вот эти вот петли. В петли переплавлялись и одевались на дверь, понимаете, закрашивались, одевались на дверь. То есть вот так. Поэтому это не так просто. Так, друзья мои, давайте закругляться. Я уже опять, как обычно, больше часу с вами сижу, да, еще обязательно выйду. Но завтра, не забывайте, у меня будет эфир. И еще сейчас я одну вещь скажу, не уходите, пожалуйста. Завтра будет эфир в 6 часов вечера по Германии. Смотрите, везде выставляла, что есть фейк. Появился фейк, страница Лилия Нор. Где? Вот теперь предупреждаю всех. То есть ко мне претензий никаких. Потому что, смотрите внимательно, там начинается, то есть там фотография, во-первых, пикселями взятая из Ютуба. Это одно. Канал у нас один единственный Телеграм, Матрикс Нор, то есть Лилия Юлия Нор, и ссылка там Матрикс Нор. Это одно. Следующее, вернее. Дальше. Смотрите количество подписчиков. Там всего лишь 300 подписчиков или что-то. И самое последнее, проверочное, это информация, во-первых, кто вот знает, как я пишу или что-то еще, да, то есть какую информацию выдаем. Информация абсолютно неправдивая. И там целый такой каламбур. Плюс там надо переходить. То есть если вы что-то там хотите посмотреть или что-то там присоединиться, вы идете, вот это скачете. То есть принцип воронки там происходит. То есть вам переходить надо оттуда, туда, 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 да, там сейчас какой-то астропрогноз делают непонятный, который 11 рублей якобы стоит. И плюс эта страница .ру. Тоже, чтобы вы понимали, у меня .ру страницы нету. У меня есть ком, либо .de. То есть, но в основном ком это идет у нас, то есть такое я беру. Поэтому будьте осторожны. Не надо потом мне претензии, что вы 11 рублей куда-то заплатили. Я везде писала, везде постоянно повторяю, что есть фейк, который не можем никак убрать. То есть кучу жалоб уже туда отправили, да, толку нету. То есть никакой реакции вообще. То есть это не моя страница. То есть оно стоит Лилия Нор там, но там, если вы зайдете, там стоит, что именно, что это сайт.ру. Вот. И нигде у меня связывается, если мы какие-то вебинары, либо что-то еще, только через живого человека, администратор Наташа, номер телефона, только через него. Сначала вы с ней связываетесь, она дает вам информацию, что надо. Номер всегда только один, не меняется, на конце 69 идет. Вот, то есть... Поэтому смотрите, пожалуйста, связь сначала, потом она дает данные какие-то по уплате, а такого, что у вас сняли с карты, либо дайте карту, нету. Умнее будьте, пожалуйста, сейчас это направо и налево. Просто будьте осторожны. Почитайте, оно стоит здесь в сообществах. ТикТок, пожалуйста, посмотрите, если вы у меня тоже подписаны на меня, посмотрите, есть в сообществах в Ютубе и есть это в Инстаграме.
То есть я постоянно обновляю, постоянно показываю. Просто ничего не можем сделать. Вот, жалобы туда кидаем по полной программе. Во-первых, использование авторских прав, там, использование фальшивой информации и все остального. Толку нету. Все, мои хорошие, закругляемся. Сначала ТикТок прощаюсь с вами. Талисман можно заказать, конечно. Есть номер телефона, пожалуйста, здесь в ТикТоке, по-моему, его нету, а в Ютубе есть. Закругляюсь сначала с вами. Хорошего вам вечера. Еще увидимся завтра. До свидания. И теперь YouTube, мои родные, спасибо вам, что вы мне всегда со мной, что у нас такое количество людей. Будьте внимательнее, то есть где вы подписываете что. И, кстати, опять же, все ссылки есть здесь под видео, то есть моего телеграм-канала, моего шопа, моего инстаграма. То есть все здесь есть. Вся информация только там. И вас никто никуда не заставляет, повторюсь, переходить. Переходите там с одного на другое, то есть перепрыгивать куда-то. Этого нету. То есть вся работа происходит через администратора, через нормального человека, никакого не бота. Чтобы вы тоже это знали. Все, мои дорогие, хорошего вам вечера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся еще обязательно. До свидания.